Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы, как и всегда, рады всех приветствовать на нашем канале Паранормальных блогеров. И сегодня мы представляем вашему вниманию новый видеоролик. В этот раз мы посетили поистине жуткое, мрачное, с не очень хорошей репутацией место. Это место не что иное, а бывшая психиатрическая клиника для душевнобольных. С этим местом просто куча разных историй и одна другой краше. Только вот никому не известна их достоверность и правдоподобность. Но хочу сказать лишь то, что это место точно какое-то аномальное, на 100%. Мы в этом убедились, посетив его второй раз уже вдвоем, так как до этого мы были там с компанией друзей лет эдак 5 тому назад. Тогда мы бегло все осмотрели, сделав лишь несколько фотографий, на которых мы смогли заснять нечто. И, собственно говоря, именно это нечто нас и сподвигло прийти сюда во второй раз, и уже без компании. Хоть мы долго думали и решались на посещение, тем не менее поход удался. Вместе с полученной дозой инфаркта и адреналина. Короче говоря, все как мы с вами и любим. Если коротко об истории и легенде этой психушки, то значит так. Она находится вдали от города, в одной деревне. Это очень загадочное и страшное место, которое обходят стороной все местные жители и очень не любят об этом говорить. Психбольница закрылась в 2011 году, и с тех пор эти здания стремительно разрушаются. С этим местом связывают много легенд. Некоторые говорят о том, что эту больницу закрыли из-за инцидента с врачом, который заколол пациентов до смерти огромной дозой снотворного. Другая легенда говорит о том, что какой-то псих сбежал из больницы и зарубил топором кого-то из жителей этой деревни. Есть еще одна легенда, на мой взгляд, самая ужасная и кровожадная. О том, что главврач этой психбольницы сам слетел с катушек и убивал своих пациентов, делая из них тушенку, а затем продавая эту вкуснятину в сельских магазинах. И так продолжалось на протяжении какого-то времени, пока это страшное действо не раскрылось. В общем, что слухи, а что правда, вряд ли мы уже когда-нибудь узнаем. Тайна этой больницы навсегда покрылась мраком. Но нам удалось узнать несколько достоверных фактов о том, что там действительно содержали особенных пациентов, закалывая их до состояния овоща, а затем проводились некие эксперименты. Что значит особые пациенты, мы обязательно вам расскажем, но в одном из следующих наших видеороликов, так как пока готовим этот не менее загадочный и жуткий материал. Ну а сейчас предлагаем вам посмотреть то, что нам удалось отснять в этот раз. Надеемся, что вам понравится. Друзья, мы очень стараемся для вас. Пожалуйста, поддержите нас лайками и подписывайтесь. Дальше только интереснее, обещаем. И, конечно же, пишите комментарии, делитесь своими мыслями и пожеланиями. Итак, душещипательного вам просмотра, друзья! Друзья, привет! Итак, мы сейчас находимся на территории заброшенной психбольницы. Мы уже об этом сказали, предысторию я уже рассказала выше. Короче говоря, я не знаю, есть ли здесь охрана или нет. Да, мы здесь были, но давно, лет 5 тому назад. Здесь была охрана, но сейчас не знаю. Короче говоря, мы сейчас пробежимся по территории, поснимаем. Как я уже сказала, это достаточно мистическое, загадочное место. Обычно блогеры,
кто сюда приходит ночью, хотят снять это как-то для атмосферности и прочее, тем самым рискуя своими жизнями. Но я бы не хотела так, поэтому для атмосферности я вам добавлю жуткой музычки. И да, мы пришли днем, а не ночью. Дело в том, что все вот эти здания, которые здесь находятся, которые остались от больницы, они все в аварийном состоянии. Поэтому опасно идти сюда ночью. Плюс еще здесь все колодцы, которые были, они открыты. Очень опасно, поэтому мы не стали рисковать и пришли днем. Дело в том, что здесь были какие-то эксперты по аномальным местам. Были экстрасенсы, замеряли какие-то там уровни. Все показывало на то, что здесь действительно аномальное место. Поэтому они были также днем, поэтому и мы пришли, в общем, днем, потому как на паранормальность и прочее это не влияет. Конечно, мы в эту мистику и прочее, естественно, не верим, но посмотрим и проверим, насколько это правда. Ну что, друзья, приглашаем вас посетить вместе с нами это мистическое, загадочное место. Погнали. Итак, заходим. Фонарик надо, да. Итак, заходим, друзья. Так. Ой, какой кошмар. Сейчас. Так. Таня пошла с другой стороны. Я с этой. Это на второй этаж. Ребята. Стремновато здесь. Одной-то. Итак, давайте будем смотреть, что здесь есть. Кажется, можно полголоса говорить. Так, что здесь есть? Сейчас, 5 секунд. Я не знаю. Видности какие-то. Комиссия в составе Жесткова, Олива. Так, комиссия по состоянию. Вот. Так. Это, скорее всего, все лекарства. Да. Ну ладно, здесь, наверное, действительно только вот эти ведомости. Тут ничего такого нет. Давайте дальше пройдем. Так, вот здесь ничего интересного. Здесь вот были... Фу, блин, мурашки по коже, если честно. Фу, это жуткое место. Короче говоря, вот в какой-то из таких комнат мы фотографии все выложим обязательно. Фотографии сделаны вот именно в том году, в котором мы были. Честно, пока припомнить не можем, но более 5 лет, по-моему, назад. В общем, короче, в одном из таких помещений, именно со столбами, Света делала фотографии. И на этих фотографиях что-то проявилось. Они сделаны буквально, скажем так, с разницей в 3 секунды, она сказала. Это кушетка. Сейчас. Я не знаю, как эта дверь не открывается. Да. Что это? Ты дверью, что ли? Она открыла дверь. На самом деле здесь жутковато находиться. Сама по себе атмосфера такая гнетущая. Сейчас вторая половина дня, скорее ближе к вечеру, и поэтому здесь оставаться как бы в сумерках не очень приятно. Ну,
Здесь, как видите, в общем-то ничего такого нет. Сплошная одежда, скорее всего, бывших психбольных. Ну и, конечно, хлам. Ничего здесь особо нет. Идем дальше. А? Ну, да. Здесь, видимо, был склад с верхней одеждой больных. Слушай, как в прошлый раз были. Такое же гнетущее, да? Ощущение, только еще сильнее, потому что тут темно. Ну да, это тоже палата. Потолки. Да. Дверей нет, решеток нет. Здесь просто пациентов закалывали. Запах лекарствами, не поверите вообще. Просто несет. Я не знаю, что здесь было. Возможно, медпункт или еще что-то, но запах лекарствами офигенный. Фу, смотрите, жуть какая. Смотрите на это. Когда мы были здесь лет 5 назад, мы нашли здесь один подвал. И этот подвал, ну, он небольшой, но он темный такой, и тоже ощущения очень неприятные там. Мы камеры не снимали, мы снимали на фотоаппарат и засняли очень странные вещи в этом подвале. Да? Да, мы обязательно сходим. Мы обязательно туда сходим и сделаем там свой эксперимент с тишиной. Так, это столовая. Да. Посмотрите, как это жутко выглядит. И вот когда мы еще шли к этому подвалу, там стояло здание, по-моему, то ли двухэтажное, то ли просто одноэтажное с чердаком. Но в окнах вот второго этажа или чердака, я не могу сейчас вспомнить, я обязательно вставлю фотографию. Ну, я, наверное, вот сюда уже вставила фотографию. И, собственно, вы можете видеть, вот здесь, где показано стрелочкой, здесь какие-то черепа. 2 черепа. Правда, жутко, ребят. Да. Вот и нам здесь ходить тоже жутко. Ну все, пойдем дальше. Да, возможно. Так вот. Аккуратно. Там мы были? Там мы были. Да, пойдемте. Пройдем на второй этаж.
Посмотрите, здесь тоже была... Это медпункт, по-моему. Да, это был медпункт. Можете посмотреть. В прошлый раз, когда мы здесь были, здесь валялись шприцы, куча шприцов. Да, здесь флюорографические снимки, разные банки, склянки. А сейчас уже здесь ничего нет. Если не ошибаюсь, стояла какая-то свечка. По всей видимости, кто-то приходил сюда с ночевой. Ну, как-то так. Баночка не падай. Пойдемте дальше. Фотографических снимков нет, не видно. Значит, не остались. Хотя, может, и не здесь, может, я путаю. Да, здесь был телек. Да, наверное. Да. Вот эта комната, в которой в прошлый раз мы на фотографии сняли очень много орбов и странную дымку. Я ее тоже сейчас сюда вставила, вы ее видите. То есть вот так. Да, нужно сделать. Которые фото мы сделаем сегодня, я вставлю в конце ролика. Там крыша совсем провалилась. В прошлый раз такого не было. Посмотрите, здесь кругом страшные надписи. Вот такие рисунки. Да. А здесь, наверное, нарисован тот самый сумасшедший доктор, который рубит топором своих пациентов. Жуть. Так, смотрим под ноги. Вот диван еще остался. А эта фотография с первого нашего похода сюда 5 лет тому назад. Смотрите, тот же диван, та же комната, только сфоткана с другого ракурса. Видите, какой яркий и большой орб по центру. Вот и на следующем снимке то же самое. И вот еще один, и тоже очень яркий орб. Почти на каждом снимке тогда мы засняли орбы. Все кадры были сняты на обычную мыльницу, а, как известно, именно на нее и велик шанс заснять что-то паранормальное, что и произошло. К сожалению, в этот раз у нас не было с собой простого фотика, а на камере телефона не проявилось ничего необычного. Хотя, может, вы что-то увидите? Друзья, если вдруг вы что-то увидите, обязательно напишите об этом в комментариях. Я все свежие фото выложу в конце данного ролика. Но зато по всему нашему маршруту нас преследовали постоянные помехи на телефоне. И не покидало чувство, что за нами кто-то пристально наблюдает. Это чувство не покидало нас еще какое-то время, даже когда мы ушли оттуда. Это ощущение чьего-то присутствия и четкий звук шагов. Такой, как будто идет взрослый человек. Эти шаги ни с чем не перепутаешь. Ни с ветром, которого
и не было вовсе, ни с шорохом птиц в кустах, ни с какими-либо животными. Эти шаги нас постоянно заставляли прятаться, затаиваться, а в итоге никого. Это ужас. Да, именно ужас, паника, безысходность, страх, адреналин. Возможно, это место заставляет тебя чувствовать то, что когда-то здесь чувствовали те люди, которых называли пациентами с неизлечимыми диагнозами психического расстройства, и которым не суждено уже было покинуть стены этой ужасной больницы. И они по сей день не найдут покоя и пытаются как-то проявить себя, чтобы быть услышанными нами. Только знать бы, как им помочь. Ну, давайте смотреть дальше. Так, вот те самые колодцы. Опасные. Про которые говорила Света. Мы вышли успешно. Все вернули в обратном направлении, как должно было стоять. Нам надо ко второму корпусу, да? Что там? Нет там ничего, значит нам надо дальше пройти. Ну что же. Еще более мрачная. По-моему, идентичная абсолютно, как и тут. Нет, тут написано даже палата 2 и крестики, Свет. Посвети. Где? Да, точно. Ну где-то еще больше было. Так, это выход на улицу. Коптерка. Здесь в коптерке у нас. Чего тут интересного? Что это такое? Кушанка, что ли, так? Бритва одноразовая. Веник. 2008. Посмотри, посмотри. Это ужасно. А вот, кстати, вот здесь, вот они.
комнате было очень много шприцов как раз таки. Да. Куда-то их все. Здесь было много шприцов, но их нет уже. Это что? Глюкоза. Итак, друзья, вот мы... Тань, можно сюда посвети? Мы, короче говоря, нашли именно ту комнату, в которой мы были тогда. Это и был медпункт. Я немножко ошиблась. Вот эти флюорография, снимки. А здесь, посмотрите, кто-то проводил обряд. Здесь даже вот такая вот есть типа как он называется, круг вот этот вот. Да, разговаривать с духами. Посмотрите, вот чьи-то легкие. Да. Так, друзья, сейчас мы хотим провести эксперимент с тишиной в этой комнате, где кто-то проводил обряд. Не будем вас долго мучить и заставлять сидеть и смотреть в одну точку целых 5 минут. Мы вырезали все лишнее и оставили только пару моментов, где как будто капает вода. Возможно, конечно, она где-то и капала, но мы так и не нашли где. И второй момент. Снова эти помехи. В конце. Тише, чем обычно, но тоже есть. Прислушайтесь. И да, результаты эксперимента уже в конце первой части этого ролика. Друзья, мы очень вас просим, подписывайтесь на наш канал. Все, что мы делаем, все, что мы снимаем, куда мы ездим, куда ходим, все это мы делаем для вас. И пишите комментарии, пишите свои пожелания, что бы вы хотели видеть еще. Мы вас очень любим и надеемся, что вам понравится этот ролик. Спасибо. Спасибо вам за внимание. И еще раз, подписывайтесь на наш канал Паранормальных блогеров. Дорогие наши друзья, зрители и подписчики, на этом завершается первая часть нашего ролика. Но не спешите уходить, так как сейчас будут результаты эксперимента из ритуальной комнаты. Ну а наш канал Паранормальных блогеров прощаемся ровно на 1 неделю, где мы с вами вновь встретимся, но уже во второй части этого видеоролика. Будет еще интересней. Далее вас ждет тот самый жуткий подвал. Не забудьте подписаться и жмякнуть в колокол, дабы первыми получить оповещение о выходе нашего ролика. Ну а сейчас приступаем к результатам эксперимента.